Итак, пришел я на реку Бужа. Она замерзшая. Я еще все думал, стоит брать спиннинг, не стоит. Но убедился, что не стоит. А вообще, сейчас аномалия какая-то. Сейчас 15 февраля 2025 года. И вот, что тут творится? Что тут происходит? Ну вот, конечно же, выбросили какую-то бутылку огромную. Наверное, для живцов. Но обратите внимание, снега почти нет. Аномалия, аномалия. С одной стороны хорошо. Я прошел, вот, пару сантиметров снега. Тут есть на реке, можно набрать на то, чтобы готовить еду. Этого вполне хватит. Но с другой стороны нет таких завалов снежных по колено. Вот так вот. Первый поход в этом году, 2025. Ну, интересный, я думаю, будет поход. Потому что я взял новую палатку. Фонарь новый. Сафир ХС-42. Хороший фонарик такой. Вообще у меня много разных обнов. И люминтоп есть фонарь. И многие другие вещи. Но это постепенно будет представлено. А пока вот первый зимний поход. Довольно холодно, около 10 мороза. Но, с другой стороны, комфортно. Ветра нет, снега особого нет. Иногда даже солнышко проглядывает. Так что пойду на свое место хорошее. Вот туда вот, куда-то в чащу леса, где много дров. И буду там развлекаться, пилить, жечь костер, готовить чай. В общем, все то делать, что приносит большое удовольствие на природе. Вот, увидел я, наконец. Застал зимой, хотя и думал, что не получится. Столько хлопот было, и болел я, и дела, и все. Но вырвался. Посмотрим, что будет. Родник, кстати, не замерз. Но вот дерево, на котором икона была, упало. Я искал, иконы нет. Ну, может, добрые люди подняли. Знак, конечно, не очень хороший, но что поделаешь. Вот. С палочками пойду сейчас. Пойду. Лагерь себе обустраивать. А вот Бужа река. Красивая и зимой, и весной, и летом, и осенью. Ну вот, все мое снаряжение. Это рюкзак. Палки вот эти, все. Все в рюкзаке. Ветер поднимается. Ну, здесь дрова есть. Немного, конечно, но есть. Вот что мне не нравится, так вот это вот дерево. С него облетела вся кора. Вот она. Кора вся облетела. Здоровенная такая елка. И вот эта елка. Всех надо пилить, чтобы не упали на голову. Но я думаю, надеюсь, во всяком случае, не упадет. Хотя, может, всегда доспилить. Для профилактики. Вот особенно вот это. Потому что я палатку буду ставить вот здесь вот. Как раз куда может упасть дерево. Буду думать сейчас. Но в первую очередь надо разводить костер. И вот здесь, ой, сколько погибло-то. Это вот от аномальной погоды, скорее всего, так произошло. И вот там порушилось. Такого не было. Оу, ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Тут просто упало дерево на вот эти вот дубовые пни огромные. И тут какой-то вообще завал. Но очень много веток. Это можно на растопку сейчас мачете нарубить тут их. О, да, погибель леса пришла.
Вот тоже хорошая краснодрова. Ну вот надо что-то вот с этой делать. В принципе, катанобоем я могу вот это спилить. Такую вот. Может и надо, чтобы она... Но она что-то упадет, будет мешаться. Понадеюсь на авось. Понадеюсь на авось, что за эту ночь она не упадет. А как если будет потом, увидим. Снег тут есть для того, чтобы воду делать. Вон он какой чистый. На вот поверхности этого озера. Не знаю, насколько она там замерзшая, какие-то следы. Лисичка, может, бегала, зайчик. Ну, надеюсь, этим ограничиться, без всяких там волков, медведей. Не хотелось бы. Не хотелось бы. Ладно, буду костер разводить. Решил все-таки не рисковать, а спилить это дерево, потому что нехорошее какое-то предчувствие. Вот пилю здоровое. Без такой пилы я бы его, вот, сантиметров 40 оно толщиной. Но надо спилить. Потружусь, спилю, зато буду спать спокойно. Вот здесь вот. А то ведь грохнется и мокрого места не останется от меня. Вот. Буду сейчас спилить. Силки катанобой. Вот для чего он нужен. Чем еще такое спилишь? Дерево. Да, где-то толщина больше, чем в половину этого катанобоя. 65, 35, ну, от 30 до 40 сантиметров. Тут вот, может, больше. Не знаю, но надо пилить. Сначала вырезается вот такой вот клин, потом с другой стороны она в эту сторону падает. Ну, вот такая вот получается красота. Вот это клин, а вот это место, откуда он был выпилен. Вот такая вот. Сейчас осталось подрезать вот с этой стороны и обрушить ее туда. Даже с катанобоем это не так-то легко. Но без него это вообще, кроме бензопилы, никак невозможно. Так что вот такая вот ситуация. А сейчас чуть передохну и с другой стороны ее подпилю. А это вот мой старинный топорик. Тут он меня ждал. Много лет он уже здесь. Вот пила. Вот так вот. Слабый снежок пошел. Фух, а я аж запарился пилить это все дело. Ну, здоровое дерево и сухое, не гнилое. Ладно, будем дальше действовать. Спилить-то ее спилил, но, как назло, она зацепилась ветвями за дерево, за дуб. А дуб я пилить не хочу, жалко его. Ну а что делать? Придется, видимо, палатку устанавливать в другом месте. Эх, вот такие бывают неудачи. Вот размер. С трудом я его с пенька с этого столкнул. И вот такая вот фигня вышла. Ну что делать? Подумаю потом. Тут еще есть такие, в принципе. Я могу, конечно, спилить вот этот дуб, но он живой. Я живые деревья не пилю без крайней на то необходимости. Лучше я поставлю палатку где-то еще.
А это, может, ветки там поломаются, и она упадет потом. Ну а если нет, буду тогда потом веревками и рычагами. Вон лежит рычаг. Я вот этим вот рычагом возле пня столкнул. Он еще на пне повис. Ой, вот трудился. И все без толку. Уж место для палатки вот здесь. Прям под угрозой падения. Ну, что сделаешь? Ничего не сделаешь. Ладно, буду костер разжигать. А то уже пора и палатку ставить. Найду место. Тут есть где поставить. Но дуб не хочу пилить живой. Не хочу. Это против правил моих. Тем более дуб. Ну вот, новая палатка. Она еще такая кое-где слипшаяся. Вон. Надо подрасправить. Силиконовая. О! Лежала свернутая. Вот. Ну что в ней отличается? Во-первых, у нее система крепления такая, позволяющая делать юбку. Но я сейчас особо не стал заморачиваться. Так поставил. Видно, что у нее два укрепления. Плюс еще вот здесь есть для оттяжек. Вот. То есть у меня боковые стенки чуть-чуть приподнятые такие получаются. Можно отдельные колы, можно эти же. Два входа. Вот. Вот тут молния. И с другой стороны тоже есть молния. То есть она с двумя входами. Есть также для печки. Тоже она такая вся. Но я ее не буду, эту палатку с печкой использовать, чтобы не прожечь. У меня другая есть аналогичная. Вот фирма вот такая, Арикси. Очень хорошая, всем советую, недорогая. Качественная ткань. Ну и вот цвет у нее серый. Прикольный такой цвет. Может, сейчас хорошо было бы белую взять, но новую палатку надо проверить. Вот сейчас я посмотрю, как она сочетается с внутрянкой половинчатой. Ну, здесь место неровное, не совсем ровное. Поэтому, вот, кстати, тут можно подтянуть. Вот это вот, допустим, ну я так условно надеваю сюда. Оп, подтягивается. И она образует как бы такие стенки, можно сказать, внизу. Ну, в общем, больше возможностей ее так или иначе настраивать. Вот из-за того, что неудачно я тут спилил, поставил вот здесь. Но здесь только дубы, и то небольшие, такие меня не прибьют, я думаю, да не упадут они. Елочки какие-то маленькие. Прямо на полуострове таком, среди озера замерзшего. Вот. Так что палатка будет испытываться. Сейчас я внутрянку сделаю, занесу вещи. А костер все еще не разводил, не ел еще ничего. Как с утра поел яиц с маслом, с солью и соевым соусом, с перцем красным. Все, с тех пор ничего не ел. А время-то уж я не знаю, часа 2-3, не знаю сколько. Время следующего включения посмотрю. Ну, а так прикольная палатка. Серенькая она. Ну а внутри она больше, существенно больше, чем та, что у меня была. И, кстати, я еще скажу, тут регулируемый колышек центральный. Можно на разные высоты его поставить. Это среднее положение. Ну и вот как тут внутрянка. Здоровенный такой тамбур.
Еще почти такой же, как палатка. Вот для печи. Все тут. Вот внутрянка. Сейчас я туда вещи буду заносить. Ну и вот пришлось колышек здесь сделать, потому что тут существенно больше пространства. Она насколько-то немножко побольше, чем та. Но это тоже неплохо. Вот регулируемый кол центральный. Места дофига. С печью неплохо ее использовать, но не буду. Потому что у меня для печи белая. Она уже такая. Вот. А тут вот, что мы видим? А тут мы видим озеро с кочками. Какие-то звуки в лесу. Что там такое? Интересно. Может, дерево упало? Или кто-то ломится, медведь? Ух. Непонятно. Непонятно. Где-то в той стороне. И недалеко. Будем думать, что упало. Главное, что вот это не упало. Так горит костер. Первый мой костер в 2025 году. Сегодня 15 февраля 2025 года. Там палатка стоит. Уже дым на нее шел. То есть она получила, так сказать, первые впечатления о походе. Ну, вот, конечно, неудачное пиление. Но потом я это дело исправлю. Что поделаешь, что поделаешь. Бывает всякое. Отнес туда кое-какие вещи. Сейчас займусь разведением хорошего костра, пилением. Ну и потом буду снег топить. Снега тут полно, хороший белый снег. Вот он. О, ну сколько. Ну, в лесу снега не очень много, но вот здесь вот в низинке намело. Мне хватит. Мне многого не надо. Еще попилю сейчас пилой Генки Тимагари. Вот она заждалась. В старом чехле от пилы. Одной из моих первых пил, чехол. Который я мучился, пилил на Селигере там. Березу 1,5 часа вот такого диаметра, как вот это бревно. Ой, весь взмок, потом купаться ходил. Все равно было здорово, здорово. Не вернуться в прошлое, не вернуться. Ух, там как вывернул это пень. Вот там упало гигантское дерево. Ну и вот, кстати, в лесу сколько снега. Вообще почти нет. Вот. Это я пилил тоже тут. И еще попилю, я думаю. Хорошая такая елка сухая. Вот. А вот это вот упали уже без моего участия. О как. Вот это да. Или вот это вот, например. Тоже. Она внутри прогнила. Прогнила вся и упала. Толстенная. Такую, чем перепилить, неизвестно. Но с нее можно веток нарезать. Веток.
Ох, она еще избила вот там дерево. Тут какой-то вообще трындец. Все она позбивала. Веток уйма. Они вверх смотрят, будут сухие. И сосна, похоже, туда. Это сосна, что ли? Или елка? Нет, елка, скорее всего. Какая сосна? Сосна тут тоже есть, но не здесь. Вот, пилой Генки Тимагари. Может, вот эту пильну. А то она заждалась. Но это там. Попили, говорит. Ну ладно, попилю, раз просит. Потому что надо костер немножко усилить, чтобы толстые там были. А то тут пока только веточки. Ну и то, от одного маленького кусочка бересты все разожглось. Не дай бог будет лесной пожар. Тут же просто кошмар, что творится. Вот сколько здесь бурелома, валежника. Очень много валежника-то всякого. Очень-очень много. А время-то уже 4 час. Скоро темнеть будет. Вот этот фонарь я и задействую. Я взял 2 фонаря. ХС-42 налобный с красным огнем. И также еще СП-33С ручной, который также является павербанком. А насчет фонаря павербанка у меня есть очень интересный фонарь Люминтоп DF2. В каком-нибудь из следующих походов я его продемонстрирую. Это фонарь с огромной батареей на 32 тысячи мАч и с 2 портами USB-C, который можно одновременно заряжать и разряжать. В общем, павербанк преимущественно. Плюс к тому он дальнобойный такой, с узким лучом, и имеет красные и синие дополнительные светодиоды, которые мигают. Еще сигнальный такой фонарь. В общем, интересная штучка. Вот. Но это в другой раз. Он здоровый такой. Это как маленькая баночка с напитком каким-нибудь. И весит грамм 500, наверное, может больше. Так что в этот раз я его не брал. У меня очень легкий рюкзак, вещей мало. Шел вообще налегке, совершенно не напрягаясь. Мне достаточно. Спальник у меня пуховый, теплый. Бас Каракарам. Коврик терморест Неоаэр Экстерм. Так что я не замерзну. Хотя ночью 15 обещают градусов. А сейчас где-нибудь, наверное, около 10. Ну вот, пилы, еда, котелки, термос, мачете и сидушка. Ну и там в палатке вещи. Вот и все, что у меня есть. Пришло время перекусить. Вот что у меня есть. Сыр виола сливочный и сушки. И вот чай. Ну там еще много чего есть. Печенье, еще сушки, еще сыр Маасдам. Какой-то бри или что-то такое. Тоже плавленый. А вот костер разгорается. Сейчас перекушу. Потом, может, либо заготовлю там толстых дров, либо же буду воду делать из снега. Ночью минус 12, минус 15, я посмотрел, прогнозируется с 15 на 16 февраля 2025 года. Здесь вот в этом месте. А сейчас где-то минус 8. Ну, не холодно, ветра особого нет. Так что надо перекусить. Перекусить. Вот часто я беру с собой плавленый сыр и сушки. И в электричке можно поесть, и на природе. Не особо-то замерзает он. Очень
калорийная пища, полезная и не очень тяжелая. Вот для чего нужен катанобой. Вот такое вот бревно. Это от елки, которая еще в том году была спилена. Вот сейчас я его отпилил, не особо-то напрягаясь. Положу, оно будет гореть до самого вечера. Может, еще какое-нибудь одно отпилю здесь или вот здесь. Такой примерно толщины. Но, скорее всего, этого уже хватит. Вот почему пила в зимнем походе это гораздо лучше, чем печь. Печка тоже хорошо, но она привязывает к палатке. Здесь же я могу находиться на улице, возле костра, все делать, не дышать там угаром. Вообще я пришел к выводу, что печь, она очень хороша летом в тех местах, где мало дров. Вот на том же Селигере. Там все уже туристы подобрали, все какие можно дрова в доступных местах. Но зато много вот такой мелочи, всяких веток, шишек. Вот для этого печь прям прекрасно. Летом готовить на ней можно стоять в тех местах, где нет дров. И, соответственно, люди туда тоже не идут, уже знают, что дров там нет. А с печкой можно. А зимой, если хочется сидеть в палатке, то да. Но хочется же побыть на улице, посмотреть на всю эту красоту, лепоту, пожечь костер. Поэтому все-таки пила, да и по весу она легче. В общем, а для печи тоже нужна, в общем-то, пила, только небольшая. Какая-нибудь типа Гамтара, вот это вот самое оно. Может, Бигбой, вот такие вот. И можно тоже жечь все вот небольшие, резать тут ветки. Но я склоняюсь к тому, что лучше жечь костер. Вот что такое катанобой. Около 30 сантиметров бревно. Вот как оно разрезано. Так вот ровно. Хорошая пила. Начался снег. Такая красота. Ветра особого нет, и он медленно падает. Кстати, и нормально так нападало. Если так всю ночь будет идти. Нет, конечно, это не помешает мне выбраться отсюда. Но надо поправлять. Костер уже такой, как бы достаточно неплохой. Можно еще подбавить. Вот я сюда положил интересное бревно, на человека похожее. О, какое! Вот тут у него все детали. Такое вот бревно. Запах такой канифольный, очень смоленистая елка вот эта. Тот, которая упала. Отрезал ее пилой Генки Тимагари. И вот здесь вот себе сделал сиденье поближе к костру, потому что там далековато. И вот что насыпалось тут. Вот так вот. Нормально. Так поднасыпалось. Потом поправлю. О, как силиконовая стекает снег. Подтяну ее еще получше перед тем, как спать идти. А сейчас основная задача будет это чай
сделать. Потому что чай уже кончается. Да, вот здесь где-то у меня были припасены палки такие для треноги. Но как туда пробраться, я даже не представляю. Опа! Как же туда мне пробраться? Тут опасно, еще сверху чем придавит. Ага. Ну, дров, конечно, тут. Ой. Ой-ой-ой. Сколько много. Где-то там вот они были. Эти палки. Ну, разве ж теперь найдешь? Разве в таком вот буреломе тут? А вот эти вот можно либо отпилить, здоровенные ветви, либо мачете отрубить. Такие вот на растопку они хороши, вот эти вот. Прям идеально. Растапливай не хочу. А вот и кора. Все есть в лесу. Все есть в лесу. И вот мой позор. Неудача. Ну что ж делать? Что ж делать? Потом, может, я ее подпилю где-нибудь вот так вот, допустим, снизу. Она просядет. Потом еще. Но это потом. Не сейчас. Пускай силы природы поработают. Может, она там, ветки-то обломятся вот там вот. И она упадет к следующему моему прибытию. А может и нет. Тогда буду думать, как ее... Вон рычагом таким я ее сталкивал с пня. Вот. И вот костерок. Хорошо. Очень даже хорошо. Он не сильно много огня дает, но зато жар сильный. Потому что там много углей. А тем временем уже темнеет. Почти 6 часов, 17:38. 15 число сегодня, 15 февраля. А закат в 17:24. Вот. А я заварил чай. Вот, заварил чай. Еще там один чайничек кипит. Собирал снег на льду озера. Вот здесь. Тонкий-тонкий слой. И лед там внизу, довольно толстый. Вот тут вот я и собирал. Сначала рукой, крышкой от чайника, а потом пластиковой доской разделочной. Снег почти кончился. Та вот палатка. Вот и на костре готовлю чай. Может, еще отпилю. Хотя я не думаю, что вот эта штука прогорит. Вот это бревно за сегодня. А он уже чайник шипит. Скоро придется фонарь использовать. Вот я покажу, что за фонарь. Пока не совсем темно. Вот такой вот фонарь. Сафир ХС-42. На 18650. У него есть красные светодиоды. Это вот эти вот маленькие. Рассеянный свет, направленный свет. Все управление вот здесь вот кнопкой. Магнит есть. И такая очень странная дырочка для ремня, которая не позволит его примагнитить. Ну, бывают всякие закидоны. Вот. У него тройной ремень сверху, еще поверх головы. Я такие не очень люблю. Но что делать? Можно и так.
принципе, он не особо тяжелый, весьма яркий фонарь и не очень дорогой. Вот есть еще ХС-21 такой круглый. По центру у него круглый излучатель. Там и красные есть светодиоды, и белые, и всякие. Ну вот мне понравился вот такой вот фонарик в качестве альтернативы. Потому что у меня еще ХС-10, маленький такой. Но он тоже очень хороший. Как бы не могу сказать, что это прям лучше, тот хуже. Или наоборот. Это просто разные фонари. Вот в этот раз решил я воспользоваться вот таким. Ну и помимо этого еще у меня есть фонарь. Вот он. В таком чехле. Опа. Открывается. Достается. Вот такой. Это Сафир SP33S. Очень хороший ручной фонарь, небольшой, но с очень емкой батареей и с функцией повербанка тоже. Вот. Такой тоже есть. Ну, а сейчас стемнеет, будем пользоваться фонарями. А пока вот. Ага, чайник закипел. Ох, хорошо. Уже солнце зашло. Буду утепляться. Ну, хотя не холодно особо. Хотя на улице -8. Вот он, ночной костер. Одно из величайших удовольствий. Ну, во всяком случае, по моему мнению. С искрами, который трещит, греет и светит. Но светит также еще и фонарь. Довольно неплохо светит, кстати. Подбавил я еще 2 поленца туда. Явно холодает, прям чувствуется. Возможно, сейчас одену еще пуховый жилет. Потому что прям так... И вот снег начал искриться. Это вот признак холода. Когда холодно становится, он искрится в лучах фонаря. А вот палатка. Тоже у нее светоотражающие есть элементы, такие яркие. Я там в лесу пилил, посмотрел в эту сторону, думаю, что там светится так ярко. А это у нее веревочки, и вот эти вот светоотражающие. Да, снег искрится. Это значит холод. Ну и чувствуется. Градусов 10, наверное. Возле костра-то тепло. А вот отойдешь, и уже не так тепло. Заварку надо будет выкинуть, а то примерзнет ночью. Вот небольшой костерок, но из толстых. И вот он хорошо греет. Дает такой жар конкретный, искры. Пойду утепляться и готовить уже спальное место. Ни звезд, ни луны, ничего нет. Ну, конечно, ложиться спать я еще не буду. Естественно, тут посижу, но в тепле. Вот так внутри палатки. Это вот спальник. Вот такой он мощный. Вот, это коврик. А под ним находится вот такой коврик. Его надо немножко вот
туда продлить. Вот так. Помимо этого, есть у меня еще вот такой комплект. Это носки пуховые и шапочка такая пуховая. Вот. Плюс еще вот такая шапочка, тонкая флисовая. Вот это вот набор для сна. В этих носках даже можно выйти по нужде. А это прям такой хороший пуховый капюшончик. Вот. Вот такие вот прибамбасы. Костер горит себе там. Вот. Все это легкое. И спальник, в принципе, тоже не тяжелый, но очень теплый. Вот. Все подготовлено для сна. А костер я уж со счета сбился. То ли 6, то ли 8. Ух ты. Вот таких. Как вот это вот. Заложил от елки смоленистых. Все пилой вот этой Генки Тимагари пилю. Катана-бой уже убрал. Им вот большие пилить. Ну и там удобнее, как бы в узких местах такой пилой. Можно, конечно, и катана-боем. Без проблем. Если б не было этой. Но она тоже легкая. На грамм 300 может весит. От силы. Но очень эффективная. Очень эффективная пила. Пилит, правда, она грубовата. Это такая своеобразная пила. Лесная. Она позиционируется как пила для лесных работ, грубых. Ну, это то, что мне надо как раз. И по этой причине она только в Японии продается. Мне чудом удалось купить ее не в Японии. Потому что она пилит не как большая часть пил силки, которые оставляют гладкий ровный срез. Это пилит немножко криво и грубо, оставляя рваный срез. Потому что у нее часть зубьев разведенная, что для силки не характерно. Вот. Но меня это вполне устраивает. Она пилит быстро, эффективно. Но я бы сказал, что она, ну, на треть, наверное, превосходит какой-нибудь Big Boy. Так вот где-то. Не знаю, я не сравнивал вот с пилой типа Сугой, Сугаваза, вот эти вот пилы. Наверное, вот она где-то сопоставима с ними. Но я не сравнивал. Может, когда-нибудь, хотя это и маловероятно, такую пилу приобрету. Посмотрю. Потому что они кривые, с кривленным лезвием. Мне это не очень нравится. Больше нравятся прямые пилы. Ну, может, просто я не пробовал и не знаю всего удовольствия пиления такими пилами. Не знаю. Будет когда-нибудь возможность, узнаю. Эх, вот интересно, к чему приведет такая погода? Отсутствие снега, мороз после оттепели. Наверное, не урожай какой-нибудь будет, засуха, пожары лесные, рыба передохнет. Ну, что-нибудь такое нехорошее. Потому что аномальная такая погода, вот в феврале мороз. До этого в январе, весь январь было очень тепло. Даже почки на деревьях появились. Муху я видел. Сбой произошел. Сбой природный. Ну, для меня один плюс, что снег не глубокий, я прошел совершенно спокойно по лесу. А в иные годы здесь было такие завалы снежные, что не пройдешь. Но для природы, наверное, это плохо. Мыши там померзнут.
в норках своих замерзнут. Другие животные тоже, которые их едят, пострадают. Какие-то насекомые опылители. Ну, в общем, тут сложнейшая связь природная. Все эти взаимодействия экологические нам до сих пор непонятны. Люди вон другим занимаются. Фигней всякой. А это не изучают, к сожалению. Или кто изучает, над теми смеются, мол, чем вы занимаетесь. Такое уж время сейчас. Такое время. Довелось жить. Обидно так, конечно. Ну что поделаешь, времена не выбирают. Вот посижу еще немного у костерка, подумаю о своем, попью чай. Осталась всего одна кружка. Ну и в термосе там, это я возьму с собой ночью, там, если вдруг пить захочется. С утра попить там немного. Потом пойду спать. Где-нибудь часам к 12-то уж пойду. Все у меня подготовлено. Спальник теплый, коврик, всякие другие приспособления. Радио вот я, конечно, только не взял. Можно было взять. В принципе, вес у меня маленький был. Снаряжение. Ух, как там бабахает. Но вот что-то не взял. А так бы сейчас послушал радио. Давно я его не слушал в походах. Надо. Радио дает особый какой-то настрой. Хороший. Фонарь этот вот работает неплохо. Это сейчас он на средней мощности. Вполне достаточно. С красным светом. Ну так, можно, конечно, ходить, но не очень комфортно. То есть, ну, что-то видно, но так себе. То есть, как бы не спотыкнешься, но и какие-то работы более-менее осмысленные делать тоже. То есть, это просто подсветка такая, ночник как бы. А вот свет такой рассеянный, самое оно, самый удобный. Все хорошо видно. Фонарь хороший. У него более такой заливающий свет, там, чем даже у того же ХС-10, у которого один только светодиод. Да, вон сколько, сейчас покажу, сколько снега я собрал. О, какие письмена на льду. Вот кружки эти, там, где я ставил чайник. Или крышку, где она лежала. Сверкает снег. Ну, минус 13-15 ночью будет, нормально. Доводилось ночевать и под 30. Вот это да, это экстрим. А 15 это... Ну, холодно, конечно, но не принципиально. О, как закружилась. И елка вот эта, которая горит там, она не очень сухая, поэтому она и стреляет. И как-то так не очень спокойно горит, но нормально. Когда сильные угли, все сгорает. Что ж, первый день похода прошел неплохо. Единственное, что вот с деревом вот с этим вышел казус. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Ну, это ничего удивительного. Потом, если само не упадет, буду пытаться его как-то подрезать. Толстая. А так в остальном все хорошо. Сидел, думал тут о своем. Эх, грустно, печально, скорбно. Ну что поделаешь? Что поделаешь, жизнь.
Надо как-то жить. Ладно. Уныние тоже грех. Легко ему поддаться. Да какой смысл в этом? Одиннадцать вечера или ночи 15 февраля 2025 года. Костер, вот все, что от него осталось. И большое бревно сгорело, и штук 6 или 8 еловых полешек. Все сгорело, одни угли. Ну, пожалуй, мне пора уже идти спать. Хороший был день, интересный. Все бы ничего. Единственное, только тут вот я напакостил с этим деревом. Ну, бывают ошибки. Шел по дороге, сегодня как раз думал, какой смысл жить и не совершать ошибок? Ведь тогда ничему не научишься. А может быть, жизнь для того и нужна, чтобы чему-то научиться. Ну, бывают ошибки. Кто ж мог представить, что так получится? Но это ничего страшного. Это все решаемо. Есть ошибки непоправимые. Вот они гораздо страшнее. Необратимые. Но на то и жизнь, что цена наших решений высока. Что поделаешь? Холодно на улице, градусов 12-13, наверное, мороза. Это еще хорошо, что небо облачное, идет небольшой снег. Было б ясное небо, двадцатник бы был. 100%. А двадцатник это уже напряжно. Когда 20 и ниже, это уже такой экстрим. Вот, сейчас я упакуюсь в палатку. Спальник там ждет. И буду отдыхать, лежать, вспоминать, как прошел этот день, как я пилил, жег костер, делал чай. Ничего, кстати, не варил из такой серьезной еды. У меня только гречка есть. Но это может быть завтра. А может и не буду вообще. Кстати, сыр плавленый подзамерз. Такой своеобразный, мороженое из плавленного сыра. Ну, съедобно, можно есть. Не намертво он замерз. Просто такие там в нем хрустящие кристаллики льда. Ну, в нем много жира, масла. Поэтому съедобен. Вот одни угли. Одни угли. Палатка там. Вон она светится. Что ж, пойду спать. Пойду отдыхать. День тяжелый. Многое сделано. С непривычки-то не так просто. Физическая нагрузка. В таком возрасте это уже не то, что в молодости. Все. День можно считать завершенным.